Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Позволит ли Бэрон Сабихе снова расстроить Дилана? Сможет ли Сабиха преодолеть любовь Дилана и Барана? Сможет ли господин Кудрет раскрыть компромат на Сабиху? Сможет ли Гуль узнать о соглашении между Фератом и Дерией? Будут ли у Цеврии проблемы во время беременности? Окончится ли тоска Бэрана и Дилана друг по другу? А чем Сабиха позвонила Дилану? Почему Дилан плачет? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Сабиха не беспокоила Барана и Дилана, и если вы хотите, чтобы Баран был признан невиновным, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Сабиха ни на мгновение не убирает руку с шеи Дилана и Барана. Однако, к счастью, в этом эпизоде мы увидели долгожданные любовные сцены. Бэрон уверен, что Сабиха задумала зло и поэтому никогда не оставит Дилана в покое. Потому что выяснится, что Сабиха расстроила Дилана и заставила его делать то, чего он не хотел. Любовь Барана и Дилана настолько велика и непобедима, что у Сабихи из-за этого случится нервный срыв и она восстанет. Настолько, что чтобы Сабиха не говорила Дилану и Барану, она не может отделить их друг от друга. Господин Кудрет тоже тихо и спокойно преследует Сабиху. До сих пор он ни с кем не разговаривает, но когда увидит, что вы следите за Диланом и Бараном, он очень разозлится. И теперь он будет еще усерднее стараться понять, в чем проблема Сабихи. Господин Кудрет также скажет Барану и Дилану, что Сабиха следит за баранами. Сабиха Кудрет будет открыта для Бея, потому что она не понимает, что он преследует ее. После того, как Гуль услышит разговор Ферата и Дерия, она последует за Фератом, чтобы узнать правду. Ферат постарается игнорировать это просто потому, что он все слышал, чтобы не сказать Гулю правду первым. Однако если Гуль не поверит ни одному из них, ему придется объясняться. И наконец Цеврия получит материнство, которого она так хочет. Он сопротивлялся поездке в больницу, потому что у него не было надежды. Всемогущий Бог наградил Егмур за его безусловную любовь и милосердие и даровал ей ребенка. Цеврия и Джевдит сделают все возможное, чтобы с этим малышом ничего не случилось и он родился благополучно. Дилан и Бэрон постепенно сокращат расстояние между собой и начнут жить своей любовью на полную катушку. Бэрон был настолько влюблен в Дилан, что, несмотря на все сказанные им слова, не отказался от нее и защитил свою любовь. Дилан также влюблен и даже избегает ее взгляда. Но, как всегда, когда кажется, что дела идут на поправку, Сабиха позвонит и извергнет свой яд в Дилана. Он объяснит, используя свои собственные документы, что Сабиха Баран убила Гульша и что Дилан не был таким невинным и чистосердечным человеком, каким он знал. Однако Дилан все решила с Бараном, и даже Баран привел ее на эту встречу. И, наконец, мы видим плачущего Дилана. Я думаю, причина, по которой он плакал, заключалась в том, что он услышал о Баране. Но поскольку он больше ничего не скрывает от Барана, думаю, Баран покажет все факты Дилану после того, как поделится тем, что он говорил с Сабихой. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.